Мы снова в нашем колдовском лесу, потому что я хочу подарить вам ритуал, очень нужный, который вам поможет в трудную минуту призвать помощь моего рода. Я вам давала такие ритуалы. Я объясняла, для чего такие ритуалы существуют. Дорогие друзья, видовской род – это целый эгрегор. Это огромная сила. Это были люди, не боги. Но мы знаем прекрасно, что в этот мир приходят определенные люди, которые не совсем люди, скажем так, они сущности во плоти. Они знают больше, чем люди, у них есть связь с миром духов и так далее, и так далее. И таких людей, как правило, называют ведуны, ведьмы, колдуны, шаманы и прочее. Люди силы. Чем может помочь вам мой род? Много чем, и много людей уже до этого писали, говорили о том, что шли на суд, например, и просили помощи у моего рода, что опасались преследований властей, врагов, много различных ситуаций, когда они просили помощи у сил моего рода. Многие очень негативно и грязно отзываются по поводу того, что мои фотографии люди ставят. Дорогие друзья, это не идолопоклонство и это не культ личности. Это просьба к силам ведьмы, к силам человека, который столько подарил и дал людям для того, чтобы им помочь, для того, чтобы дать им возможность жить по-новому и многое иное. То есть я хочу сказать, что это нормально, когда люди обращаются к твоей силе. То есть в лице тебя они обращаются к твоим предкам. Могу ли я вам дать такой ритуал? Могу и имею полное право. Во-первых, потому что все, что я вам дарю, и все, чему я вас учу, это все пришло от моих предков. И после, естественно, я добавила свои знания. Во-вторых, потому что мой род очень сильный и мощный. Во-первых, начнем с того, что мы берем начало от парфянских царей аршакидов. После разделились эти династии на несколько ветвей, на Камсараканы и Карен-Пехлевиды. Камсараканы правили Византией, Камсараканы были военачальники, Камсараканы были ученые. Один из них, известный ученый Григор Магистрос, которого обвинили в колдовстве, потому что он открыл школы астрологии и астрономии. Потом, когда он начал делать много пожертвований в церкви, они заткнулись, и в итоге даже хотели его объявить чуть ли не святым. Ну, как правило, дай денег, и ты святой. О том, кто есть мои ближайшие предки, я вам уже рассказывала. От моей прабабушки, которая из княжеского рода, и мой прадед, который, как ни странно, тоже из того же рода, но просто они, скажем так, дальние родственники, не знающие друг друга. Ее сестра, ее мать владели магией. Моя бабушка владела магией, к ней приходили, она заговаривала людей, ее просили заговорить скотину и так далее, и так далее. Это передалось и моей бабушке в том числе, но она не лезла в эти темные дебри. С маминой стороны была знахарка Марта, ее бабушка, той самой Марты. То есть поколение людей, знающих, как у нас говорят. Естественно, это все знания и вся сила, и все это накопленное должно было выйти в одном человеке и отдаться миру, да, через одного человека. Мой дед, который был медиум, который разговаривал с мертвыми, видел их и предвидел и смерть, и прочее, прочее. Одним словом, человек из такого сильного рода сам силен. Обращение к моему роду давало многим людям возможность победить и в суде, и где только они, то есть не побеждали, и не выигрывали, не получали желаемое. И я считаю, что можно дать вам еще один ритуал, не меньше по мощности, немножко другого типа.
Но учтите, когда вы обращаетесь к силе ведьмы, если в других ритуалах вы отдавали часть какой-то энергии или откупались, в этом ритуале вы должны будете откупаться, как говорят, алтарю ведьмы, то есть отдать дань ее работе. Вот, предположим, вас преследуют власти, у вас там грозит срок и прочее, прочее, как обычно бывает у нас. И вы обращаетесь к роду ведьмы Инги. Вы выигрываете суд, и вы практически остаетесь на свободе. То есть вам даруется свобода и спасение. Вы должны откупиться. Не мне дары. Мне и так хватает даров, и они мне не нужны, я никогда на это не позарюсь. Но роду, тому роду, к которому вы обратились. Если раньше приносили там, кто что мог и дарил ей в благодарность, то сейчас я вам объясняю, что именно требуется после для откупа. Например, свечи, например, какие-то необычные вещи для работы. Это может быть коготь животного, это может быть... Ну, и то нужно спрашивать, потому что не все, что нужно, не все, что кажется магическим, на самом деле им является. Вы должны откупиться, но после результата. Потому что если вы не откупитесь, больше не обращайтесь к этому роду. И знайте, что неуважение к роду ведьмы, оно чревато. Имейте в виду. То есть это не обязательно какой-либо дорогой подарок. Это может быть осиновые, знаете, там ветки. Это может быть благовоние. Это может быть полынь. Это может быть зверобой. Может быть, что у нас, могильник, трава, например. То есть вы знаете, чем пользуется она. Вы откупаете. Это может быть череп, который у вас есть, и он вам не нужен, предположим. Это может быть книга, все что угодно. То есть после того, как вы призвали на помощь этот род, и он к вам пришел на помощь и помог, вы должны будете чем-то пожертвовать, то есть отдать этому роду. Запомните, неуважение к роду, знаете, незнание законов не освобождает от ответственности. Неуважение к роду, к которому вы обратились, который вам помог, оно чревато. Поэтому подумайте много раз, прежде чем делать такой ритуал, подумайте, вы готовы потом откупиться за нее? Я уже вам сказала, на алтарь для ее работы. Это нужно, потому что вы должны показать свое уважение к силам магии, которые вам дали право и вас допустили до ее рода. Понимаете, о чем речь? Я думаю, что все поняли. Теперь, как нужно это делать? Это нужно читать в таком пространстве, в лесном массиве, выйти на поле, то есть на природе. Нужно выйти и прочитать это 3 раза. И читать, не громко крича, но довольно, так скажем, с выражением и с слышным голосом. Потом развернуться и уйти. Ничего не нужно ни оставлять, ни приносить. Вы просите у этого рода помощи. Пользуйтесь этим ритуалом в необходимых, очень важных моментах жизни, когда иного выхода нет. И не забудьте потом уважить этот род и благодарить. Иначе потом вам обращаться будет вообще никак нельзя. И не забывайте, что неуважение к силам ведьм, оно чревато. В Древней Руси учили, что если вы идете к ведьме, запомните, она там не одна живет, с ней живут ее духи. Поэтому почтительно приветствуйте, почтительно говорите. С появлением огромного количества всякого шушера, люди, видя, что они ничего не могут, ни на что не способны, они начали думать, что все одинаковы, понимаете? Вот появление этого шушера, оно как бы перебило уважение к ведьмам. Таинство упало, да, и трепет перед ними упал. Иногда человек думает, что вот с этой тоже так можно, как с той, ведь ничего там со мной не случилось, но прогадывает, то есть внезапно натыкается на настоящую и потом может жалеть полжизни. Понимаете, мне плевать на твои проблемы. Все. Начнем сейчас. Итак. Читать нужно 3 раза. Я читаю, наверное, 1 раз прочитали или 2. Посмотрим, насколько меня хватит, потому что здесь муравьи и комары. Начинаю. Я призываю тебя, дух западный Мамон.
Я призываю тебя, дух Южный Эгин, дух гений Кассиэль, дух разума Гуаль-Берель. Откройте врата вечности и позвольте обратиться к роду ведьмы Инги. Эй ты, видовское колено, род крепкий, род вечный, бабушки ее и прабабушки, что ходили по земле смело, вершили свое колдовское дело. Соберись вокруг, видовская рать, и помоги мне сердца злые унять. Защити меня, род видовской, помоги мне, подсоби мне в этом деле. Говорите, что вы хотите, четко и ясно. Помоги мне, например, выиграть суд, помоги мне не потерять бизнес и так далее. Дай победить во имя рода ведьмы Инги и по их желанию, что стали мне заступники между мной и силой, посредники. Свершится сказанное, благословляю я род ведьмы Инги и благодарю за все блага во имя людей. Да будет так. Читаю еще раз. Я призываю тебя, дух западный, Мамон. Я призываю тебя, дух южный, Эгин, дух гений Кассиэль, дух разума, Гуаль-Берель. Откройте врата вечности и позвольте обратиться к роду ведьмы Инги. Эй ты, видовское колено, род крепкий, род вечный, бабушки ее и прабабушки, что ходили по земле смело, вершили свое колдовское дело. Соберись вокруг, видовская рать, и помоги мне сердца злые унять. Защити меня, род видовской, помоги мне, подсоби мне в этом деле. Назвать какое дело. Дай победить во имя рода ведьмы Инги и по их желанию, что стали мне заступники между мной и силой посредники. Свершится сказанное, благословляю род ведьмы Инги и благодарю за все блага во имя людей. Да будет так. Наверное, еще раз прочитаю. Прошу не путать слово мамон и мамонна. Это разные духи, чтобы не было потом путаницы. Там мамонна – это адов казначей, а здесь мамон. Я призываю тебя, дух западный Мамон. Я призываю тебя, дух южный Эгин, дух гений Кассиэль, дух разума Гуаль-Барель. Откройте врата вечности и позвольте обратиться к роду ведьмы Инги. Эй ты, видовское колено, род крепкий, род вечный, бабушки ее и прабабушки, что ходили по земле смело, вершили свое колдовское дело. Соберись вокруг, видовская рать, и помоги мне сердца злые унять. Защити меня, род видовской, помоги мне, подсоби мне в этом деле. Назвать в каком деле. Дай победить во имя рода ведьмы Инги и по их желанию, что стали мне заступники между мной и силой посредники. Свершится сказанное, благословляю род ведьмы Инги и благодарю за все блага во имя людей. Да будет так. Далее. Слушаем внимательно. Это можно прочитать для себя, для своей семьи, для своего сына, для своего мужа, если есть какая-либо опасность. Но читать для того, чтобы ваш муж получил там работу или что-то еще, категорически нельзя. Это призыв только во время опасностей, таких страшных моментов, которые чреваты для вас и вашей семьи. Все, всем удачи!